Всем здорово, чуваки! Под прошлым видеороликом меньше чем за сутки мы набрали 3000 лайков. Мы от вас, честно говоря, не ожидали такой активности, и поэтому встречайте еще одну часть с кипящим маслом. И исправили некоторые наши ошибки, взяли уже мангал, и у нас есть теперь сито. А сито выглядит вот так вот. Мы еще взяли помимо этого вот такую вот красивую миску, чтобы сито с легкостью туда помещалось. В прошлый раз, ребят, как вы поняли, у нас было как-то все не особо безопасно, потому что там был открытый огонь. Именно поэтому у нас по итогу масло просто-напросто сгорело. Но сейчас такого не произойдет, потому что у нас будут горячие угли. Мы на них поставим нашу емкость и спокойненько будем нагревать масло. Давайте приступим к эксперименту. Давайте для начала зальем масло в нашу миску. Красота-то какая! Ребят, ставим на мангал нашу миску. И теперь осталось дождаться, пока масло нагреется, чтобы кидать туда наши интересные предметы. Ребят, смотрите, это что за такой интересный рисунок? Я еще ни разу не видел от масла такого, как будто фольга внутри, знаете, вот так вот сжимается. Вы только гляньте, какая у нас сочная картошечка. В этот раз мы подготовились, взяли вот такую вот картошечку. Сейчас опустим ее в масло и тем самым проверим, как она приготовится. Ну и приятным бонусом будет то, что мы похаваем. Поехали. Так, ребята, опускаем. 100% видно, что масло у нас готово к эксперименту. Оно очень сильно разогрелось. Сейчас мы дождемся нашу картошку, попробуем и начнем эксперимент. Прошла примерно минута, давайте посмотрим. О май гад. Красивая. Ребят, если честно, такой способ приготовления еды мне нравится больше на природе, чем шашлык, например. Потому что, во-первых, очень быстро готовится. Во-вторых, ну, картошечку фри с лимонадом, ну, прям вообще сочно будет похавать. Давайте попробуем картошечку. Ну, выглядит она офигеть как круто. На углях. Картошечка во фритюре. Белиссимо вообще. Класс. Ставьте лайк, если хотите так же. Первое, с чего мы начнем, это обыкновенное яйцо. Как вы знаете, его обычно кидают в кипящую воду, варят его. Но что с ним случится, если его закинуть в кипящее масло? Давайте проверим. Так, ну что, ребят, погнали. Ты, оно шипит. Оно сразу лопнуло. Ух ты! Яиченка во фритюре, ребята! Пахнет вкусно, капец, еще, мне кажется, очень вкусно будет. Я думаю, вот такой способ приготовления яйца – это что-то, потому что в воду его кидаешь, нужно ждать минут 10, наверное, потом его чистить. А тут, ну, почти чистить не надо. Тут все сразу наружу выходит и сразу моментально жарится. Мне кажется, это намного вкуснее. Вы только гляньте, это что за монстр-улитка, смотрите. А дегустатором яйца будет у нас Леха. Давай пробуй. Думаешь, приготовилась? Ну, белок, да. По-моему, приготовилась. Ну, это потрясающе. Ребят, готовый омлет за 2 минуты просто. Даже меньше. Минуту, наверное, прошла. Всего лишь минута. Я не знаю, ребят, букву вы сегодня услышите не один раз, походу. О май гад. Ребят, если вы знаете, что такое яйцо пашот, ставьте лайк. Это вот на это как раз похоже. Честно говоря, я не ждал, что вам настолько понравится рубрика с кипящим маслом. И вы в комментариях просили, чтобы мы закинули туда либо какие-то жидкости, либо фрукты. И давайте сделаем так. Если вы набираете 5000 лайков под этим видеороликом, мы сразу же приступаем к съемке следующего видеоролика с кипящим маслом. И для того, чтобы этот ролик увидели новые зрители, вам нужно подписаться на канал. Найдите красную кнопку подписаться под этим видеороликом, нажмите на нее, сделайте ее серой. Ведь только благодаря вашей подписке наш канал сможет преодолеть отметку в 100 000 подписчиков уже совсем скоро. Ну а если ты уже подписан, ты красавчик. Кто-то из вас писал в комментариях, чтобы мы окунули в кипящее масло вот такую вот лапшу. Как вы знаете, это лапша быстрого приготовления, но мы из нее сделаем лапшу супер быстрого приготовления. Так, опускаем лапшу в наше сито и теперь окунаем это все в масло. Погнали. Раз, два, три. Офигеть. Она жарится почти как картошка. Это гречневая лапша какая-то. Так, ребят, давайте достанем. Что-то уже гореленьким пахнет, мне кажется. Да, по-любому. Какими-то сухарями. Ребят, пробовать опять будет Леха. Давайте посмотрим, что он скажет. Горячо, я скажу. Да, горячо. Что скажешь? Просто горелые сухари. Честно говоря, ребят, лучше не опускать дошик в кипящее масло, потому что, ну, оно становится просто обычным горелым сухарем. Я не знаю, возможно, мы его просто передержали, но 20 или 15 секунд можно сказать, что это передержали. Значит, смысла его жарить, мне кажется, вообще нет. А следующее — это та же самая лапша, только уже заваренная. Леха уже все подготовил, заварил ее дома, привез сюда за 30 километров. Шутка за 5. Давайте переместим все это в сито и опустим в масло.
Ребят, Леха говорит, что так должно быть гораздо вкуснее. Давайте проверим. Я что-то сомневаюсь в этом лично. Раз, два, три. О, ребята, так уже гораздо интересней. Лех, походу мы высушили дошик. Блин, ну реально, ну-ка достань его сейчас. Сейчас, подожди, чуть-чуть я вот так края еще. Да. Походу влага у него вся ушла. О май гад, смотрите. То есть она была сначала сжатым, а теперь она в разжатом состоянии. Ребят, могу сказать, что это становится гораздо вкуснее. Единственный минус, что Леха не добавил сюда специй. А так это было бы капец как вкусно. Я могу назвать это лайфхаком и ставлю ему 8 из 10. По-моему, очень вкусно. Но я поставлю все 9. Это реально вкусно. Если вдруг у вас нет дома чипсов, олень в магазин идти, но есть бичик, это отличный вариант. Следующее — это шипучка. Как вы знаете, ее кидают в воду, размешивают там витамины В, С, Д и всякие разные, пьете, и там вам хорошо, вкусненько и так далее. Давайте посмотрим, как она будет шипеть в масле и будет ли вообще шипеть. Я думаю, здесь 3 таблеточки будет самое то. Итак, опускаем, смотрим. Но она как бы все сильнее и сильнее реагирует, но... Слушай, это похоже на жареный банан. Смотри. Это, конечно, не то, что остается после воды, но после масла какое-то все вот коричнево-черное. Ничего не пахнет, кстати. Давайте попробуем. Капец, она кислая вообще. Мне кажется, никакого вкуса там масла не добавилось. Просто изменился вид и все. А следующий наш предмет — это обычная губка. Как вы думаете, что с ней произойдет? Скорее всего, она уменьшится в размерах. Но, возможно, не знаю, ее раздует. Или она станет настолько твердой, что рассыпется в руках. Давайте узнаем. Так, давайте опускаем губку, смотрим. Раз, два, три. Она просто впитывает масло и все. Я ожидал всего, но только не этого. Ну давайте возьмем следующий предмет. Ребят, все-таки по истечению 5 минут внутри губки образовалась пустота. Смотрите, здесь ничего нету. Следующее — это вот такой вот лизун голубого цвета. Вот вы знаете, что произойдет, если мы его опустим во фритюр? Я лично нет. Давайте узнаем. Вот здесь даже жемчужинки есть, ребят, смотрите. Кладем его на сито. Опускаем. Что-то, мне кажется, она, наверное, может бахнуть сейчас. В ней очень много влаги, поэтому, мне кажется, это реально. Раз, два, 3. 5 секунд еще ждем и вынимаем. Вынимаем. Снаружи как будто этот лизун покрылся корочкой, посмотрите. Ребята, это какая-то сопля, по-моему. Ничего особенного не произошло, он просто шипел и все. Но я думаю, если мы возьмем следующий предмет, все будет гораздо интереснее. Ребят, пластилин тоже довольно мягкий материал, как и лизун. Но мне кажется, что реакция здесь будет совсем другая. Давайте посмотрим. Желтенький. Он очень яркий. Мне нравится. Так, ну опускаем пластилин. Я не знаю, сколько ждать. Давайте секунд 10 ждем и вынимаем. А что она так шипела-то? Такое ощущение, как будто пластилин растворяется и желтая краска поднимается вверх, смотрите. Это что, картошка фри? Куда делся пластилин? Кто его украл? Мы буквально подержали 30 секунд этот пластилин и посмотрите, что с ним стало. Его почти нет. Давайте закинем все восковые мелки, которые у нас есть. Их 12 цветов. Мне кажется, будет очень красиво. Хотя в нашем черном масле уже, наверное, ничего не разглядишь. Ну, давайте посмотрим. Высыпаем в сито мелки и опускаем. Классно, вообще ничего. О, не-не-не-не. Мы просто красим масло сейчас. В общем-то, ребят, все мелки у нас растворились, но рисунок получился очень прикольный. Смотрите, это все застыло на сито и получился вот такой вот разноцветный прикольный эффект. У нас будет бомбочка для ванны. Нам очень интересно, что произойдет сейчас с этой бомбочкой. Она бахнет, она, не знаю, будет шипеть в 6 раз больше, чем в воде, или что с ней будет, не знаю. Ребята, вы посмотрите, у нас масло стало прям зеленым после мелков. Если вы готовы, ставьте лайк, а мы опускаем бомбочку. Раз, два, три. Мне кажется, мы сейчас просто тут пенную вечеринку устроим. Капец, там пены собирается очень много прям. О-о-о. Ну, не сказать, что она лучше шипит в масле,
В воде явно лучше. Как вы поняли по названию этого ролика, у нас остались еще вот такие вот арбизы. Мы их оставили напоследок, потому что нам очень интересно, что с ними может произойти. Вы только посмотрите, как это красиво. Офигеть! Как вы думаете, ребят, что произойдет с этими арбизами? Можете написать свои предположения в комментариях, а мы опускаем сейчас арбизы в масло. Лишь бы ничего не взорвалось тут. Раз, два, три. Сейчас мы их приготовим. О, смотри. Во-первых, ребят, очень усилился запах. Ну и вид, как вы видите, тоже изменился. Смотрите, они стали мутные прям. То есть, ребят, если они изначально были вот такого цвета, стали вот такого. Честно говоря, я ожидал всего, но не этого. Почему-то не думал, что изменится цвет. Я думал, они могут стать мягче, они будут взрываться, не знаю, но только не вот это. Но это прикольно выглядит. Вы можете написать в комментариях, что вам понравилось больше всего, например, доширак или пластилин, или арбизы. Но лично, на мой взгляд, арбизы это просто топчик. Но было интересно наблюдать, что прозрачные арбизы стали белыми и мутными и уменьшились в размерах. Если вам понравился этот ролик, обязательно подпишитесь внизу на канал, поставьте ему лайк, не забывайте, что я для вас снимаю только самые крутые интересные эксперименты. Всем пока!